Мир отказывается от ископаемого топлива. На климатическом саммите в Дубае страны договорились к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. Ни в одном из предыдущих документов не говорилось об отказе от нефти и газа, которые десятилетиями были основой мировой экономики. Насколько быстро соглашение станет реальностью, будут решать инвесторы, потребители и национальное правительство. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Норвегия предоставила Украине новый пакет помощи, а Евросоюз все никак не может договориться с шантажистом Орбаном о членстве Украины. Если кто-то думает о членстве серьезно, то мы должны сказать, что эта мысль в данный момент абсурдна, смешна и несерьезна. Дональд Туск стал новым премьером Польши, обещает проевропейский курс и первый визит в Украину. Будущие министры моего правительства просидели со мной несколько часов и половину ночи, чтобы как можно быстрее найти пути решения проблемы на польско-украинской границе. Страна НАТО поможет России яйцами. РФ договорилась о ввозе базового продукта из Турции и Азербайджана. Наконец-то начали действовать санкции. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям. Системы ПВО «Насамс» и почти 2 миллиарда евро финансовой и гуманитарной помощи предоставит Норвегия Украине. Президент Зеленский прилетел в Осло после поездки в США. О визите не было объявлено заранее. Он принял участие в саммите Украина-Северная Европа. С лидерами Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции Зеленский обсудил сотрудничество в области обороны и безопасности, а также дальнейшую поддержку Украины. Норвегия презентовала 5-летний пакет поддержки обороны, экономики и восстановления страны. Президенту Зеленскому и его правительству необходимо платить медсестрам, врачам, учителям и управлять своей администрацией. Сейчас мы можем в рамках нашего нансенского пакета взять на себя обязательство выделить $1 миллиард США в 2023 году. Сейчас мы как раз подходим к этому году. А в этом году мы также увеличиваем нашу финансовую и гуманитарную поддержку примерно до $800 миллионов. Европарламент осудил Орбана и призвал ЕС согласовать начало переговоров с Украиной. Кроме того, Еврокомиссия отказалась разморозить 10 миллиардов евро для помощи Венгрии. За день до решающего саммита венгерский премьер Орбан снова подтвердил, что будет блокировать начало переговоров. Венгрия – единственная из 27 стран Союза, кто выступает против этого. Орбан шантажирует ЕС решениями по поводу финансирования, потому что взамен на позитивное решение выпрашивает себе 30 миллионов евро от ЕС. Быстрое вступление Украины не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза. Если кто-то думает о членстве серьезно, то мы должны сказать, что эта мысль в данный момент абсурдна, смешна и несерьезна. И венгерское правительство не намерено ее поддерживать. Даже Словакия не будет блокировать начало переговоров, заявил премьер-министр Фица. Впрочем, подчеркнул, что это политическое решение, а в целом он считает, что Украина не готова даже к тому, чтобы быть кандидатом в члены Евросоюза. Переговоры на эту тему лидеры ЕС проведут 14 и 15 декабря. Глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать Украину столько, сколько потребуется. Но мы все знаем, что поражение Путина не приведет автоматически к победе Украины. Пока война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется не только против захватчика, но и за Европу, и вступление в нашу семью будет окончательной победой Украины. И для этого мы должны сыграть решающую роль. Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы быть сильной сегодня, чтобы она могла быть сильнее завтра за столом переговоров о долгосрочном и справедливом мире для Украины.
Крупнейший мобильный оператор Украины, компания «Киевстар», опровергает информацию, что российские хакеры украли персональные данные украинских абонентов, а также уничтожили компьютеры и серверы компании. Одна из российских хакерских группировок заявила, что за этими действиями стоят они. «Киевстар» после глобального сбоя начинает потихоньку восстанавливать связь. Частично появился интернет. 12 декабря 24 миллиона абонентов остались без связи после хакерской атаки. В разных городах Украины выстроились большие очереди за сим-картами других операторов. В «Киевстаре» успокаивают, данные абонентов не пострадали. Абонентская информация и персональные данные в безопасности. Системы, в которых эти данные хранятся, не пострадали от хакерской атаки. Все мы видели эти скриншоты из телеграм-каналов. Но на них изображены наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Мы со всей ответственностью заявляем, что ваши персональные данные в безопасности. Кроме того, слухи об уничтожении наших компьютеров и серверов – это фейк. Дональд Туск, премьер Польши. Президент Анджей Дуда привел к присяге новое правительство. Ранее кабинет Туска получил вотум доверия в парламенте страны и сформировал кабинет министров. Это третий раз, когда Туск становится премьером. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Все хорошо, что хорошо кончается. Так я хотел бы подвести итоги этого дня. Это оказалось серьезным испытанием для всех нас. Но мы знаем, что на самом деле все только начинается. После 8 лет правления партии «Право и справедливость» новый Кабмин будет проевропейским. Теперь президент Дуда, который представляет бывшую правящую партию «Право и справедливость», будет в оппозиции к правительству. Однако они вместе будут работать на интересы Польши, заверил Туск. Он уже объявил, что одним из первых визитов будет посещение Украины и обвинил предыдущее правительство в бездействии во время блокады на польско-украинской границе. Przyszli ministrowie tego rządu siedzieli... Будущие министры моего правительства просидели со мной несколько часов и половину ночи, чтобы как можно быстрее найти пути решения проблемы на польско-украинской границе. Мы искали и нашли такое решение, чтобы как можно быстрее учесть проблемы польских водителей и в то же время как можно быстрее разблокировать границы воюющей Украины, которая ждет транспорта на этой заблокированной трассе. Депутат Сейма Польши Гжегош Браун потушил свечи в парламенте, которые зажгли в честь Хануки. Браун – депутат праворадикальной и ультракатолической коалиции «Конфедерации». Он был замечен в выступлениях на российском ТВ и также блокаде польско-украинской границы. На этот раз он схватил огнетушитель и погасил минору. Позже с трибуны Сейма назвал церемонию зажжения свечей актом сатанизма. Его отстранили от заседания, а также лишили половины зарплаты за 3 месяца и всех пособий за полгода. Po ustaleniu na podstawie danych monitoringu После расследования и точной классификации действий господина Брауна приведет к тому, что против него будет подано ходатайство в прокуратуру, скорее всего, за нарушение религиозного обряда. Этого не должно было произойти. Это пощечина польскому Сейму. Что такое безответственность, неразумное и глупое поведение одного из его членов, представителей польской нации, произошло здесь, в этом здании. Пока я являюсь спикером Сейма, не будет никакой терпимости к расизму, ксенофобии, антисемитизму и любым другим отклонениям. НАТО поможет РФ яйцами. Продовольственный суверенитет, которым так гордились российские власти, оказался под угрозой. С начала этого года цены на яйца в России выросли на более чем 42%. В некоторых магазинах яйца стали продавать поштучно, выстроились огромные очереди. Покрыть дефицит яиц и остановить рост цен на базовый продукт в РФ самостоятельно не смогли. Поэтому на помощь придет Турция, собираются наладить поставки и из соседнего Азербайджана. Для этого правительство России распорядилось убрать ввозные пошлины на товар. Разрешение на поставки яиц уже получила 21 турецкая компания. Наконец-то начали действовать санкции. То есть те ограничения, которые были введены, привели к тому, что пришлось переключаться на поставку товаров с других стран, например, то, что раньше поставляла Бельгия, например, аминокислоты, необходимые для производства курей, теперь поставляет Китай. А учитывая, что европейская часть России, где есть основной потребитель, находится далеко от Китая, соответственно, начинают увеличиваться расходы, связанные с доставкой этого продукта с Китая
в европейскую часть России. Кроме этого, конечно же, кроме увеличения логистических поставок, Китай, понимая, что он фактически монополист в поставках много количества различной продукции, необходимой для производства, он повышает цены. Кроме этого, некоторые продукты невозможно заменить их на китайские или из других стран, которые не поддерживают санкции. Соответственно, используется параллельный импорт. А уже по параллельному импорту посредники, которые определенным образом рискуют, чтобы товары, соответственно, попадали на российский рынок и получить потом вторичные санкции, они вкладывают в разницу цены именно для российского рынка больший уровень. То есть заставляя переплачивать российского потребителя иногда на 10-20%. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!